The last when was that? When is that? Is it Thanksgiving when God appears to you? What was On the Day of Atonement. the atonement? The Day of Atonement. The Day of the Atonement. День искупления. Вы говорили, что Бог явился вам в день искупления. And this last November, right? Yes. Это было в ноябре, September. This last в сентябре прошлого года. And showed you something about Russia and the Ukraine. Yes. И Бог показал вам что-то о России и Украине. Пожалуйста, поделитесь этим. For the past 14 years, на протяжении последних 14 лет, on the Day of Atonement, Jesus Christ comes. В день искупления Иисус приходит. And He'll tell me some of the things that'll happen in the future. И Он говорит мне, некоторые приходят ко мне, являются мне, и Он говорит мне некоторые вещи, которые произойдут. This past Day of Atonement, и вот в этот прошлый день искупления, here's what I saw. Вот то, что я видел. I saw what I thought was a cave in Russia. Я видел в России как такая клетка. And out of this cave came a bear. И из этой клетки вышел медведь. A big red bear. Такой большой рыжий медведь. It had a young body. И у него было такое молодое крепкое тело, but an old face. Но очень старое лицо. And it was very aggressive. Он был очень агрессивный, этот медведь. Looking for somebody to attack. Он искал кого-то, кого можно атаковать, на кого напасть. So I said, Lord, who is this? Я сказал, Боже, а кто это? And He said, look again. Он сказал, посмотри еще раз. So I looked at the cave. Я еще раз посмотрел на эту клетку. And the cave was the mouth of a pipeline, an oil pipeline. И клетка это была как такой cave. The cave. Пещеры. Это были как пещеры. Now it's no longer a cave. Старые пещеры, где уголь добывали. Этот медведь выходит как бы из пещеры, да? И он говорит, что это? Он говорит, посмотри еще раз на эту пещеру, и превратился в нефтепровод. И этот вход в пещеру превратился в нефтепровод. Now it's the end of a pipeline. И это как бы такой конец нефтепровода. And the bear и этот медведь was the Russia. Это было, как представлял Россию. With an old KGB mindset. С таким старым мышлением еще, КГБ, таким советским мышлением. Старое лицо. They were going to be very aggressive. И они были такие очень агрессивные. And one of the things they were going to do, и вот одна из вещей, которые они собирались делать, they were going to cut off the oil to the Ukraine. Они собирались прекратить поставлять нефть в Украину. See, this is before it happened. И это я видел, Иисус показал мне это до того, как это произошло. I wrote it in a book before it happened. И я вообще даже в книгу это успел написать до того, как это произошло. It's the devil trying to start a war. Это дьявол, который пытается начать войну. Because the devil sees what's happening. Потому что дьявол видит, что происходит. He sees the church of God arising. Он видит, как церковь Божья восстает. So he's trying to do everything he can to stop Поэтому он старается сделать все, что только может, чтобы остановить церковь Божью. In the book I wrote, we need to pray much for the Ukraine. И в книге, которую я написал, я пишу о том, что нам нужно сильно молиться об Украине. That God would protect them. Чтобы Бог охранял Украину. So that nothing could hinder this coming revival. Чтобы ничто не могло помешать тому великому движению, которое грядет. See, that's what we need. We need prophets that can predict the future. Вот то, что нам необходимо. Нам нужно, чтобы были пророки, которые видят будущее, которым Бог дает видение будущего. And tell us what's coming. И эти пророки, они будут говорить нам, что же грядет, чтобы мы могли подготовиться. So what you mean is that this, all this conflict between Ukraine or between Russia and Ukraine is actually not just intergovernmental conflict as usual, but it's actually having something to do with the coming move of God. Yes. So it's not actually an attack against Ukraine, but an attack against the church and the move of God to come. Поэтому, насколько я понял, вы имеете в виду, что вот этот конфликт, который назревает, это не просто какие-то человеческие распри, и это не направлено, это война против Украины, но это направлено, чтобы остановить Божье движение, которое грядет. Правильно я понял? Yeah. It's the devil trying to stop the move of God. Да, это дьявол, который пытается остановить Божье движение.
If you study history, Если вы изучите историю, many times the devil could use politics and religion очень часто вы увидите, как дьявол использовал политику и религию, to try to stop the move of God. чтобы стараться остановить движение Божье. For example, the Sanhedrin and Pontius Pilate. Например, как Понтий Пилат. Remember them? Помните? They loathed one another. Они как бы они договорились между собой. They couldn't tolerate one another. До этого они вообще друг друга не They only переносили. came together to crucify Christ. Но они объединились только для того, чтобы распять Христа. So don't be surprised. Поэтому не удивляйтесь. The devil never changes his operation. Дьявол, он по-старому всегда действует. Он ничего нового придумать не может. Do you understand that? Понимаете, да? Он использует He старые still методы. uses forces that are available to him. Он использует все старые методы, которые он может только. Religion and politics. Религию и политику. But God's got weapons against all of that. Но у Бога есть оружие, есть рычаги против этого всего. You know who that is? It's you. И знаете, кто эти рычаги? It's Кто the это people- Божье it's the оружие? people of Это God. ты. It's Каждый the из people вас. of God. Yeah. You have power to pull down these У powers. вас есть сила, чтобы принести это Божье движение. One of the ways is vote them out of office. One of the ways is for the Christians to take a stand, to vote and to. Один из путей, как вы можете оказывать влияние, это вы можете встать за свою страну, вы можете голосовать, избирать правильных людей. Гражданская позиция. Вы можете занять свою гражданскую позицию. We're going to have to be more active than we are. Нам нужно стать более активными, чем мы уже есть. We can't just be active in church. Мы не можем просто быть очень активными в церкви. We have to be active out in the culture. Нам нужно также быть активными и занять гражданскую позицию в своей стране. We're the salt of the earth. Мы соль земли. But if the salt loses its savor, Но если соль потеряет свой it's вкус, worthless. то она бесполезна. So be salty. Поэтому будьте Be солеными, effective. будьте эффективными. It doesn't take much salt И не нужно много to соли change the taste. для того, чтобы изменить вкус еды. So be salty. Поэтому будьте солеными. Affect the people you're around. Влияйте на людей вокруг вас. Stand up and be counted. Станьте твердо. Don't be quiet. Не будьте тихими. You're in the kingdom for such a time like this. Вы в царстве именно для такого времени, как это. Be like Esther in the Bible. Будьте как Есфирь в Библии. Stand up and approach the king. Восстаньте, встаньте перед царем твердо, You'll find favor. и вы найдете благоволение во глазах царя. That's true. Это правда. You know, this is a big confirmation to me. Это большое подтверждение для меня. Я по-русски сейчас скажу, ты будешь переводить ему. Что вот это конфликт, который между Украиной и Россией, что это не просто межгосударственный конфликт, как обычно. Это дьявол, действительно, на самом деле направлен этот конфликт не настолько против Украины как государства, а против движения Божьего, которое должно выйти с Украины. И подтверждение. Это такой конфиденциальная информация. Короче, наш президент Ющенко созвал определенное количество людей в стране, которые имеют влияние, и говорит им, что наши СБУ, наши контрразведки перехватили информацию определенную, в России, поэтому он не воспринимает их. И эта информация говорит, что если Россия что-то не сделает побыстрее, чтобы остановить евангельское протестантское движение в Украине, что Россия навсегда потеряет Украину. И это большая проблема. Тише. Вам надо понять, что это не время хлопот, это большое время. Вы поймете, с чем связаны все наши проблемы, когда я сейчас скажу. То это, чтобы вы поняли, и начали молиться, особенно лидеры и пасторы, чтобы мы поставили это под серьезные молитвы. То есть это государство, это когда целое государство, целые механизмы государственные хотят уничтожить какую-то церковь. Короче, и этот наш Ющенко говорит. И он созвал людей и говорит, передайте пасторам, передайте церкви,
пасторам, предупредите, и чтобы, потому что это же проблема, политиков. Это не говорит о том, что Россия плохая. Это просто речь идет о тех, которые сейчас у власти. Вы знаете, люди же, страна неплохая, люди неплохие, но вот правители, вот люди, которые ответственны, они слушаются каким-то все равно духов, хочешь не хочешь. Точно как наша украинская власть тоже меня атакует. И это же не будет просто так. Вот, короче, что случилось? И вот они перехватили эту информацию, и он передал, что передайте пасторам, чтобы были осторожны. А потом наши пасторы, они, которые были арестованы в России сейчас, которые ездили туда, проповедовали, и некоторые вырвали. И эти ФСБ, или как у них, которые арестовали, они говорят, что вот, они то же самое сказали фразу, то есть полковник, генералы, которые их собрали, задавали им вопросы, закрывали их, и то же самое, и говорят, что мы сделаем все, чтобы вот эти протестанты, чтобы с Украины, чтобы вас, они считают как враги. Но это же заблуждение, не потому что, они же верят искренне в это. Что они говорят? Они говорят, что протестанты это агенты Америки. Что Сандей посажен здесь, от американской ЦРУ. Это, они действительно так думают. То есть, как мирские люди думают. Просто это не их вина. Это просто как люди думают. Они же тоже ставят своих людей везде и так далее. И говорят, что через религию решили захватить украинское, американское влияние сюда. И поэтому то, что сейчас происходит, некоторые наши братья и сестры, к сожалению, настолько наивные, они думают, что это только King's Capital, или это просто кризис и так далее. Оно намного более глубже, чем это. И договоренности идут на высокие уровни. Не только Россия. Россия договаривается с определенными политическими силами украинскими. И определенные договоренности. Решите этот вопрос, и мы вас поддержим на президентские выборы. Поэтому, когда некоторые наши становятся оружием еще в руке дьявола, они думают, что мы только сплетни распространяем, или мы просто хотим какую-то правду, свою маленькую. Они не видят общую картину, они не видят. Почему я об этом говорю? Это тоже риск. Но я вам это говорю просто, чтобы вы видели большую картину, что не человек виноват, и даже не страна Россия виновата, а этот дьявол хочет остановить пробуждение. Это, видите, как оно было сказано, что это пробуждение начнется с Киева и потом пойдет в Россию, а потом с России по всему миру. То есть дьявол боится это пробуждение и не хочет, чтобы это пробуждение дошло до России. То есть особенно нужно тоже молиться за Россию и за власти в России, чтобы Бог произвел там изменения. Вы знаете, именно сейчас, когда я об этом слышу, я начинаю понять, что надо больше ходатайствовать за Россию. Потому что я раньше думал, там коммунизм возвращается или атеизм, это нас не касается. Но теперь я начинаю понять, что с Россией происходит, то с нами тоже будет иметь влияние. Поэтому очень важно, чтобы пишите это. Ходатайство за Россию должно быть более серьезно. Мы должны стать более ревностными в том, чтобы молиться за Россию. Потому что то, что там происходит, мы не думаете, что это не будет влиять на нас. Это всегда будет влиять, если мы не будем молиться. Так что Бог нас ставит как страж для наших, чтобы там туда пришел это пробуждение, и чтобы власть там стала более терпима к церкви. И поняли, что если это протестантские, это не обязательно, что Америки представляют. Если это протестанты, это просто народ, который ищет движение Божие. То есть это важно. То есть важно, чтобы вы поняли эти все объяснения. И наши, которые здесь, они просто выполняют условия политической договоренности и все. Вы поняли, да?
Это соответствует тому, что он видел. Он говорит, что он увидел эти медведи, да, две медведя, которые молодые медведи. Вроде бы в теле молодые, но лицо старое. А что это же понятно? Молодые какие-то, пришли в Россию, но старые, он говорит, лицо было КГБ. Facebook, старые КГБ. То есть молодые тела, а лицо, то есть мышление, это все старые КГБ. Вот это же можно изменить, если мы будем молиться. Помните, когда все возможно Богу. Бог же развалил коммунизм. Значит, Бог может и там остановить это нашествие прошлое и принести новое там движение Божие. Amen. Amen. Аминь. I'm telling you, we're in the kingdom for such a day like this. Я говорю вам, что мы находимся в царстве именно для этого дня. God is not sitting on his throne going, I never saw that coming. Для этого времени. И Бог не сидит сейчас на троне и не говорит, слушай, даже не мог этого предвидеть. God is in control. Бог в контроле. If we'll seek him, he'll move. Если мы будем искать Его, жаждать Его, то Он принесет это пробуждение, это движение. Our job is seeking him. И наше дело – это искать Его, жаждать Его. His job is protecting us.